SC Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о наушниках с квадратным планарным драйвером от компании Team Hi-Fi. Модель наушников называется Space C5 и приходят они совершенно в небольшой такой коробке с минималистичным оформлением. Технические характеристики здесь нигде не указаны, поэтому пришлось загуглить. Чувствительность наушников составляет 101 дБ, и они получили 9 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Первое, что нас встречает, это наушники. Они прям очень миниатюрные и легкие. Установлено у них всего два акустических отверстия на внутренней части наушника. И здесь также имеется маркировка правого и левого канала. Стандартный 2-пин разъем и довольно необычной формы звуковод. Под ним имеется вот такая серебристая сеточка. Посадка у них меня порадовала. Садятся они очень плотно и глубоко, но лично мне бы хотелось, чтобы они, наверное, были больше размером, так как они ощущаются довольно свободными в ушах. Ну а в комплекте к наушникам идет одна пара вот таких пенных амбушюр, цветных, и неплохой набор силиконовых. Ну и, конечно, здесь имеется такой легкий и стандартный четырехжильный посеребряный кабель и небольшой тканевый чехол для переноски. У кабеля установлены коннекторы 2 пин и разъем 3,5 джек. То есть все как бы по стандарту. Сразу скажу, он немного запутывается, но вы можете поменять его на усмотрение без проблем, если вам это нужно. Ну а теперь поговорим о звучании этих наушников. Использовал при прослушивании я, как всегда, свой ЦАП Topping G5. И вот так выглядит график АЧХ этих наушников. У них имеется заметный и ощутимый такой подъем на низких частотах с большим акцентом именно на саб-басе и довольно плавным затуханием на мид-басе. Сразу скажу, что бас имеет довольно неплохой объем и вес, но у него довольно размазанная атака, и он ощущается прям так вальяжно и ударяет прямо неторопливо. Но его текстурная проработка далеко не прозрачна и по своему разрешению оставляет желать определенно лучшего. Я имею в виду то, что довольно слабо слышны различные насыщения баса гармониками и сатурацией. И это, конечно, расстраивает меня, так как бюджетные наушники с динамическими излучателями в последнее время заметно подтянулись и отрабатывают намного правильнее на низких частотах. Что касаемо средних частот, то здесь сохраняется довольно неплохой и приятный на слух теплый характер с неплохо проработанными тембрами. Казалось, звучит неплохо, да? Но, друзья, есть проблема. Эти наушники мне напомнили Целис Гумиха с квадратным планарным драйвером и имеют очень похожую проблему. То есть средний диапазон в Team Hi-Fi ощущается довольно темновато, и в нем совсем не хватает воздуха для вокальной части. И звучит сам вокал довольно так сглаженно, по разрешению не бьет никаких рекордов. Также хочется получить больше прозрачности и разделения образов в этом диапазоне, так как есть проблемы, что все инструменты расположились довольно близко друг к другу и как будто находятся в небольшом помещении. Ну а лично я не особо любитель такой нераскрытой подачи среднего диапазона. Ну а теперь поговорим о высоких частотах, которые, я уверен, вас, как и меня, прямо так пугают, глядя на этот график. И да, сразу скажу, они соответствуют ему. Этот чертовски безумный спад на 9 кГц, друзья, очень сильно ощущается. И этот диапазон прямо так явно пострадал. В результате мы получаем совсем непримечательные, без какого-либо явного блеска, хай-хеты и крэши. Тут же и скромная детализация в придачу. Как таковая проработка верхов уходит совсем в другой темный и менее детальный план. О техничности и проработке микродеталей речи, конечно, даже не идет. И это печально на самом деле. Чувствуется, что вот этот диапазон совсем не раскрылся в этих наушниках. И, наверное, он является прямо их губительной точкой в прослушивании для меня. И я хочу сразу сказать, что я даже пробовал поэкспериментировать и вытянуть этот диапазон с помощью эквалайзера от Rune Labs. Но, к сожалению, никакого чуда не произошло.
так как здесь все упирается в довольно ограниченный излучатель, и это уже не исправить. Звуковая сцена и визуализация в наушниках Team Hi-Fi C5 довольно стандартная. По ширине и глубине наушники не строят какое-то супер широкое и прозрачное пространство. И звучат больше так прямо у вас в голове сконцентрировано. И все у них находится довольно близко по расстоянию. Как-то так. Вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Team Hi-Fi C5 получились, на мой взгляд, довольно странными наушниками. Их подача и само звучание, настройка уже далека от испробованных и заданных идеалов. Как по мне, компании Team Hi-Fi стоит вернуться к моделям с динамическими излучателями, которые будут звучать намного интереснее и, я надеюсь, правильнее и приятнее. Этот квадратный планарный драйвер, установленный здесь, совсем не вызывает никакого вау-эффекта, а лишь только наоборот вызывает у меня кучу вопросов целесообразности его применения. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока!